Всем привет! Фирма ICM в ноябре порадовала нас очень интересными новинками. Предлагаю не спеша посмотреть на них воочию. Сегодня посмотрим на Катюшу на базе грузовика Chevrolet G7107. Масштаб модели 1.35, стоимость 2532 рубля. Внутри коробки пухлый такой пакет с литниками, а на литниках пластиковые детали. Радость-то какая. Такая же пухлая инструкция и декаль. И прям сразу, чтобы этот просмотр, да и выходные в общем, прошли в более отличном настроении, дарю вам промокод 15% на все. Действовать он будет до 12 декабря на любые заказы. Пользуйтесь. Chevrolet 7107 поставлялись в Советский Союз по ленд-лизу. Так что машина очень известна и фотографий ее очень много, что не может не радовать. Бортовой 7107 А7 выпустил также в этом году. Обзор на нее я показывал. В комментариях выложу ссылку. Так вот, на базе бортового выпущена и Катюша. Поэтому часть литников, вернее все литники от прошлого набора, и добавлены новые. На данном литнике большая часть это детали кузова, которые здесь не нужны. По прошлому ролику про рессоры. Выделения пластин имеются, все нормально. Руль, выхлопная система, тоже все good. Маленький такой литничек. Деталей двигателя, который имеется на модели. Ура! На данном литнике также половина деталей от бортового, которые для Катюши просто не нужны. Кстати, еще Миниарт выпустила G7107, что тоже интересно. Сведу эти наборы в обзоре в ближайшее время. Ну а пока дальше. Два идентичных друг другу литника. Покрышки колес располовинены. Это не есть хорошо. Но не вешать нос, есть же смоляные уже колесики. Покажу в конце ролика. А вот и свежие детали подоспели. Конструкция для направляющих, рамы, опоры. По литью вопросов никаких не возникает вообще. Ну, даже повозмущаться не дают, демоны. Облой также отсутствует. Толкатели, на мой взгляд, находятся там, где их видно не будет. Три одинаковых литника с направляющими и ракетами. Ракета выполнена целиком, что очень великолепно даже. Только часть стабилизатора дана отдельной деталью. 6 ракет на пластине, соответственно всего 18 штук. Залп Катюши, как я помню, был из 16 ракет. Если моя память подводит, то прошу подправить. Литник с прозрачными деталями, стекла и линзы фар. Пластик тонкий. Смотрите, как переливается свет. Божественно. Царапин и искажений нет. И под них уже масочки есть. Чуть потерпите, расскажу и о них. Декаль. На два варианта окраса. И циферблаты приборов. Приборка, короче. Прекраснейшая инструкция. Огромный том, цветная. Описание прототипа на двух языках. Технические характеристики автомобиля. Номера нужных красок. Содержимое набора. Красным выделены те детали, которые запрещено использовать в этой модели. Отличная пошаговая схема сборки.
Цветная схема окраски и размещения декалей. Первый вариант. 84-й краснознаменный Новозыбковский гвардейский минометный полк. Ноябрь 1943 год. Вариант номер 2. Неизвестный гвардейский минометный полк. 1943 год. По набору все. Есть набор красок, также от фирмы ICM, а внутри флаконов содержимое от испанского производителя. Только это секрет. Стоимость 636 рублей. Шесть красок внутри. Сталь, ржавчина, зеленый, лак, черный и алюминий. Смоляные колеса фирмы Миниарм. Стоимость 1035 рублей. 6 колес и запаска. Колеса под нагрузкой и отлиты вместе с дисками. Есть надписи по бортам. И отличный протектор. Это основной тип колес, которые и использовались на Chevrolet. Но есть и еще одни, которые менее известны, но на мой взгляд более симпатичные. Только по одному параметру сужу. Цена также 1035 рублей. Также 7 колес с дисками, также под нагрузкой, но протектор сделан в виде галочки. Набор окрасочных масок от питерской фирмы KAF Models стоимостью 105 рублей. Содержат маски на дворнике, чтобы окна красиво запылить, пленку имитацию зеркал и маски на стекла. Набор окрасочных масок от московской фирмы SX Art стоимостью 300 рублей. Набор включает в себя маски на окна, маски на диски колес и маски на тактические обозначения, чтобы декали убрать. И, видимо, мне нужны оба комплекта. Это я себе сказал. Ну что, еще сомневаетесь, покупать или не покупать данную Катюшу? Чтобы сомнений не было, напоминаю про промокод. Минус 15%. А если серьезно, то машина хорошая, интересная и набор очень достойный. Приобрести его вы можете на нашем сайте i-modelist.ru. А я с вами временно прощаюсь, но не прощаюсь в комментариях. Приятной вам сборки. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.